Разработчики анонсировали будущее обновление на следующую неделю. Оно касается второго сезона в премьере и его нововведения, которые отвечают на многие вопросы, которыми мы задавались на протяжении всего прошлого года. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hell Store выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, это наконец-таки свершилось. Разработчики в кои-то веки решили сменить сезон в режиме премьера. И, к моему великому удивлению, данное обновление анонсировали заранее, что очень не похоже на поведение разработчиков, к которому мы так привыкли. Исходя из анонса, второй сезон премьера стартует со следующей недели. Ну а все те, кто отыгрывал и получал рейтинг в первом сезоне, получат памятную медаль в инвентарь, в которой хранится статистика вашего сезона. И чтобы ее посмотреть, нужно будет кликнуть на нее в вашем инвентаре. Ничего вам это не напоминает? Может быть, первые операции в CSGO, медали которых также хранили в себе вашу статистику? Или же то, как раньше работали медали за прогнозы? Кто не помнит, даже если завершалось событие турнира, вы всегда могли зайти в свой инвентарь и посмотреть ваши результаты, кликнув на саму медаль. И это вовсе не претензия, а скорее всего моя радость от того, как они преобразовали старую идею. Меня лишь печалит то, как это долго реализовывали. Ведь на протяжении прошлого года я не раз сообщал о том, что добавят статистику, которая будет привязана к премьеру. На это не раз намекали различные утечки в файлах игры. Но из-за того, что разработка длилась так долго, понятное дело, я выглядел как сумасшедший. Но вернемся к анонсу. Второй сезон премьера на этот раз продлится всего каких-то 5 месяцев и завершится после мажора в Остине. Также во втором сезоне наконец-таки карта Трейн заменит Вертиго. Изменится политика цен у некоторых орудий. Это обычная МК, МК с глушителем и ФАМАС. И возможно будут некоторые изменения в самой механике стрельбы. Более подробно мы сможем узнать в день релиза. Ну а для того, чтобы получить медаль уже во втором сезоне, требования будут чуть повыше. Нужно будет иметь 25 побед в режиме премьера и в конце сезона активно играть в данный режим. Медаль у всех может выглядеть по-разному и иметь свой цвет. Все будет зависеть от ваших побед и вашего рейтинга. Вот такие вот дела. Ну а напоследок поговорим о насущных проблемах. Да-да, я об уязвимости, благодаря которой вы можете изменять файлы игры. Я так полагаю, из-за того, что разработчики выкатили анонс будущего обновления, они уже давно в курсе про данный недуг. И это немного настораживает. Хочу вам напомнить, что разработчики даже читеров сразу не банят. Они обычно выжидают и собирают информацию. Так что повторюсь, если вы пользуетесь этим, то лучше это делать не на основном аккаунте. Также было вполне ожидаемо, что Faceit будет банить за попытку использовать данную уязвимость. Это было очевидно с самого начала, так как у них работает строгая модерация, и они, в отличие от Valve, как-никак просматривают демки матчей. Кстати, многие могли не заметить, что в последней версии бага я по просьбе некоторых раскрыл участки меню в игре, которые скрыли разработчики. Теперь вы и сами можете их рассмотреть и убедиться, что то, что я иногда показываю в своих роликах, не фотошоп. Вам теперь доступна контрольная библиотека панорамы, окошко нерабочего патруля и 2 вернувшиеся кнопки во вкладке «Смотреть». Это события турниров и CS TV. И да, за последние несколько дней я прочел просто невероятное количество комментариев. И, к моему сожалению, даже достаточно умные ребята думают, увы, не в ту сторону. В попытках разобраться, как работает уязвимость, они ищут подвох в каком-либо пункте моей инструкции. Но инструкцию я упрощал конкретно для общего использования, ведь данную уязвимость можно воспроизвести со
совсем другим путем. И я очень надеюсь, что сами разработчики не думают так же, как и некоторые комментаторы, потому что в итоге они могут пофиксить совершенно не то, что нужно, и данный баг все равно продолжит свою работу. Ну а по итогу я надеялся, что его пофиксят до выходных. Но раз так, наслаждайтесь возможностью, пока все это не прикрыли. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!